Аксойский реабилитационный центр уже заполнен. На лечение в здравницу родители привозят детей с ДЦП со всех уголков страны. По поручению президента был проведен капитальный ремонт здания. Санитарем и мебелью помог фонд «Ашар», который организовал марафон. Однако сегодня еще остаются нерешенные проблемы. Остро стоит вопрос замены очистных сооружений. Тему продолжит Кундуз Джилдубаева. Эти дети такие же, как и все мы, просто отличаются они восприятием мира, характером и особенным складом ума. Правда, в общеобразовательную школу их не берут, по крайней мере, многих. Благо, есть единственный на весь район реабилитационный центр, своеобразная альтернатива школе. Здесь с детьми занимаются профессиональные педагоги, а создан был центр по инициативе самих родителей. У моей дочери умственное отставание. Мы здесь 5 лет занимались. Потом она пошла в 1 класс. Правда, ее сверстники уже в 5 классе. Словом, хорошая поддержка была оказана. Усилиями преподавателей добились многого. Она не знала букву «А», не знала, как держать книгу. Сегодня Аэлита умеет не только держать книжку в руках, но и читать, писать, считать. А если она начнет рассказывать стихи, так ее и не остановить. Видимых признаков отставания уже и не разглядеть. По Тонскому району всего 356 детей с ограниченными возможностями. Деятельность центра распространяется на 6 сел, охватывает 20 детей. С утра воспитанников на специальном бусе собирают со всей округи. Вечером отвозят обратно. Все расходы за счет донорских пожертвований. Со стороны государства не выделяется ни сома. Вот уже больше года не решается вопрос ремонта помещений, которые центр арендует у школы. Проблема у нас началась еще в прошлом году, в 2012 году. Сперва появились грибковые заболевания. Мы вызвали санэпидстанцию, вызвали местный МЧС. И МЧС сказала, что это вообще беспредел, потому что грибок может распространиться на всю школу, говорит это. И сделали замечание директору школы, сказали, что будут помогать. Но этот вопрос так и не решался. Мы обратились в Гунчаишский айлюкмөтө, обращались в госадминистрацию. Но в госадминистрации лишь развели руками. Мол, раз есть деньги на аренду, значит будут и на ремонт. Казалось бы, заменить прогнивший пол проще простого. Но задача усложняется тем, что деревянные доски поражены грибком. К нашему приезду на месте нарисовались и представители местной власти. И, похоже, проблема скоро разрешится. Надо полностью убрать доски. Где-то на сантиметров 20 выкопать землю. Просушить хорошенько. И потом только нужно ставить новый пол. И совместно с благотворительным фондом «Ашар» мы окажем содействие строительству. Любимые песни и мультики после тихого часа. Необычные малыши в необычном детском саду. Всего воспитанников инклюзивного детсада 35. Из них 16 инвалиды. Учреждение существует исключительно за счет родительских взносов. А их не всегда хватает, чтобы покрыть все нужды. Самая большая проблема – отсутствие питьевой воды. Между делом с ведрами воспитатели бегают в соседнюю улицу. Содержимого в бочках и фляжках хватает на день. Здание предоставляется айлюкмөтом, но, как вы сейчас видели, это очень старое здание. Условий нету, воды нету. Воспитатели мы таскаем из других источников. Поэтому мы запрашивали помощь из других организаций. В частности, нам выделил Кумтор Оперейтинг компании 30 тысяч сомов для подключения. Но мы бы хотели сейчас построить новую школу, потому что мы выиграли грант, спецшколу, спецшколу при садике для детей-инвалидов. И буквально с мая начнется строительство. Эти деньги на водопровод были выделены Кумтором по заявке фонда «Ашар». Фонд намерен и дальше помогать садику. Нуралы нет и годика. У мальчика увеличена голова, мышцы слабые. На ножках стоит неуверенно. Молодая мама надеется, что сын пойдет на поправку и совсем скоро начнет бегать. Да и диагноз лечащего врача вполне обнадеживающий. Ежедневный массаж и водяные ванночки. Эти процедуры уже многих детей поставили на ноги. Только за прошлый год курс лечения здесь прошли около 2000 малышей. Маленьких пациентов с ДЦП купают в этих ванночках. Лечебная вода из источника способна на чудеса. Так считают родители больных детей. Водные процедуры – главная составляющая курса лечения.
застуженной водой. Новый корпус реабилитационного центра распахнул свои двери совсем недавно, 15 февраля. По поручению президента за счет средств Фонда развития Иссык-Кульской области был проведен капитальный ремонт здания. Благотворительным фондом «Ашар» был проведен марафон. На вырученные средства приобрели необходимый инвентарь и мебель. Но есть еще нерешенные проблемы, пожалуй, самые главные. У нас было действующий водозабор. В данный момент она как-то в аварийном состоянии. Надо сделать ремонт, чтобы вода подавалась не насосом, а с верхнего водозабора, то есть как положено. То есть там проходит и фильтрацию, и бактериологическое обезвраживание, а потом должна поступать к нам эта вода. В срочном порядке нужно решить вопрос канализации. Требуется заменить очистные сооружения. Если этого не сделать, то экологии региона может быть нанесен серьезный урон. В этом году наблюдательным советом Фонд развития Иссык-Куля выделили 19 миллионов. Мы сметы составляли, тогда получается вот 14, почти 7 миллионов выходит, расходуется для водозабора, а остальные для приобретения очистных сооружений. До конца апреля начнутся ремонтно-строительные работы, а завершатся они к началу июня, если, конечно, вопрос с финансированием не застопорится. Сейчас в центре 63 ребенка проходят курс лечения. С решением всех проблем появится возможность увеличить число пациентов. Хадуджулыбаева, Азамат Иманкужоев, 5 канал, Иссык-Кульская область.